Всем привет! Вы на канале Костя и животные. Это Аделина, я Костя. Вы уже знаете, что я снимаю уличных животных в Батуми на камеру. И сегодня вы познакомитесь с людьми, которые каждый день спасают тех, кого мы не замечаем. Мы встретились с ними в одном из дворов, где они подкармливали кошек. Также они лечат кошек и пристраивают. Просто не проходят мимо неравнодушные люди. Это зооволонтеры Ася и Роман. Они обратились ко мне с просьбой рассказать про них, чтобы как можно больше людей узнало о жизни бездомных животных в Батуми и о работе зооволонтеров. Это не реклама, это история доброты, о том, что очень много все-таки добрых людей в мире. И вот я очень рад познакомиться с ними. Начинаем. В Батуми мы 2 года, и как сюда переехали, сразу начали уже помогать животным. Да, мы когда переехали, сначала жили в Гонио, в небольшой гостинице, и рядом с этой гостиницей были собаки, которых мы подкармливали. Каши варили или просто кормом насыпали. А потом в один прекрасный день к нам пришла кошка в номер гостиничный и родила 4 котят. А через неделю после ее родов в еще одном заброшенном номере гостиницы мы нашли еще 3 котят, без кошки мамы, забрали их, и Муся, так мы назвали кошку, которая к нам пришла и родила, Муся уже выкармливала 7 котят. Вот мы этих 7 котят, когда они выросли, всех пристроили, и потом у нас просто начался такой круговорот. Мы начали подбирать животных с улицы, лечить их, вакцинировать, чипировать, стерилизовать, искать им дом, и вот так мы уже 2 года в таком круговороте, и за это время пристроили уже 30 котиков. У нас дома всегда находятся коты на передержке. Это коты, которым зачастую нужна либо медицинская помощь, либо их нужно социализировать. То есть они не привыкшие к людям, их нужно адаптировать к жизни с людьми. И это наша повседневная забота. То есть мы заботимся о тех, которым нужен медуход, о тех, которых нужно социализировать. И есть еще коты, которым не нужно ни то, ни другое, а им нужно их только кормить, любить, обнимать, и этим тоже мы занимаемся. И еще мы подкармливаем котов и собак на улице периодически. Да. Стерилизация сокращает риск развития заболеваний репродуктивной системы, это раз. А во-вторых, стерилизация – это верный путь для сокращения бездомных животных на улице. Одна кошка в среднем за год может родить примерно 12 котят. То есть 10 кошек – это уже 120 новых котят, а эти 120 новых котят еще новых котят принесут на свет. Это такой бесконечный круговорот, поэтому стерилизация – это очень важно. То есть если мы хотим сократить количество бездомных животных, надо стерилизовать бездомных животных. А как организуем этот процесс? Да, организуем процесс, если у нас есть средства, берем кашкаловку, у нас есть, и переноски, едем в районы как раз-таки, где много котов и кошек, и отлавливаем их. Некоторые, которые более диковатые, как раз-таки в кашкаловке попадаются, а те, кто более домашние, руками в переноске. И потом едем в клинику стерилизовать или кастрировать, да. Потом возвращаем на то же место, да. Это очень важно, кстати, да, откуда мы забрали котика или кошку, вернуть именно туда же, потому что это им уже привычные места, привычный двор, они знают, где им спрятаться, где их подкормят и так далее. Поэтому это очень важно, откуда взяли мы кошку на стерилизацию, туда мы потом и вернули, в этот же двор. С недопонимания людей, скорее всего. Ну да, с непониманием людей, которые вставляют палки в колеса, запрещают забирать животных на стерилизацию, потому что просто не понимают важности стерилизации. И зачастую таких животных мы просто по итогу и не забираем. И какая-нибудь беременная кошка рожает в этом дворе, а зачастую кошки, которые рожают на улице, у них либо котята погибают, либо сама кошка может умереть при родах, что очень важно. Ну а также трудности какие, то, что бывает нехватка средств,
на ту же стерилизацию или на спасение животных, потому что стерилизовать тех же 10 кошек – это 1500 лари, а, допустим, спасти какое-то животное с улицы, забрать, ну, это 500 лари и выше. То есть, Да, в зависимости... если еще и пристраивать. Да, если потом еще еще будет говорим о дороже. пристройстве, о передержке и так далее, это еще все дороже. То есть это большие средства. Лечим мы в Евроветсервисе и в MyFriend. Ну и, в принципе, мы там всем доверяем, врачам. Да, полностью все всем, хорошо, да. которые есть. Вот мы эти две клиники постоянно только туда и водим животных. Просто есть кто-то специализируется, не знаю, там на операциях, допустим, а есть, допустим, кто-то на зубах. Ну да, стоматолог, например. Стоматолог. Поэтому Ну, допустим, в зависит эти две Евроветсервисе, клиники. да. Все держится только благодаря сборам и донатам. То есть как неравнодушные люди донатят нам, и уже мы сможем там спасти или стерилизовать животных. По-другому, к сожалению, никак, потому что своих средств не хватит на то, чтобы стерилизовать там целый поток кошек или даже спасти там одного кота полноценно. То есть всегда только на сборах и донатах. Мы как раз-таки в Инстаграме, в моем блоге размещаем сборы, вот, и люди переходят и могут уже задонатить, как им удобно. Вот. А еще мы часто предлагаем людям самостоятельно подойти в клинику и оплатить тот или иной вид услуги. То есть там долг, например, за котика или стерилизацию оплатить. То есть, ну, многим так удобнее и комфортнее, потому что не очень они там доверяют, допустим, переводам всяким. И такой вариант мы тоже всегда одабриваем. Ну да, есть у нас такая история. История с Лаки, да. Да, история кота Лаки. Это, в общем, как-то вечером поздно я шла и около нашего дома увидела кота, которого мы никогда там раньше не видели. Он такой был весь потрепанный, серый, и вот так вот весь худенький сидел. И у него из пасти слюни текли. Я тогда Роме позвонила и говорю: принеси водички, миску и корм. Ну, мы переноску его... тоже. Да, и переноску. Мы его пробуем кормить, а он кушает, у него весь корм вываливается назад. И первый раз я такое почувствовала, что у него прям очень сильно неприятный запах был из пасти. В общем, мы поняли, что здесь с котом явно что-то не так. Мы быстро его отфоткали, сразу же выложили в группу в Телеграме о том, что нужна помощь финансовая на такого-то кота. И забрали его на передержку. На следующий день отвезли, потому что это был вечер, сразу не могли отвезти мы в ветклинику. На следующий день мы отвезли его в больницу, и ему удалили практически все зубы, потому что они все были просто гнилые. Сразу сказали, что ему примерно 10 плюс лет, то есть он вообще такой старичок уже. Вот. Ну и все, когда его прилечили, его кастрировали сразу, вакцинировали, мы его забрали к себе. И тут начался такой процесс, что его нужно приучить к лотку. А в лоток, как бы, по-большому он ходил, а по-маленькому вообще никак, да. Он ходил в одно место только на пеленку. Ну и все, первая мысль, а как мы его пристроим, вот он, ну ни в какую, что мы только не пробовали вообще. Мы фотографии, видео пытались сделать, пытались его пристроить, но вообще ни в какую. Да, по-разному, то есть даже видео, ну, во-первых, он старенький, многие боятся брать такого кота, ну, потому что сколько он проживет, неизвестно, а плюс на улице год идет за два. Плюс мы тут еще поняли, что у него что-то, видимо, какие-то удары по голове у него были. Может быть, человек обижал, может быть, он падал. Но когда вот мы тянулись, он вот к голове, он первое время так вот так вот аж прятался. И у нас была мысль, что вот он писает мимо лотка, потому что именно, ну, может, какой-то удар по голове был, может быть, ругали за что-то. И вот так вот произошло все. И, ну что, все, мы смирились. Мы в пеленке, у нас ежемесячная закупка была на одно и то же место. Он всегда только на одно и то же место ходил, на эту пеленочку. И пробовали допристроить, а потом, ну, поняли, что пристроить мы его не сможем. Вот, сели с Ромой, и Рома говорит: ну что, пусть остается у нас, сколько проживет, столько и проживет. Вот так вот у нас остался. Да, и в один день мы встали, и он около батареи уже со слюной лежал вот так вот. Да, ему перед этим вечером ему стало ночью даже плохо. И я к ветеринару писать, говорю, что делать, вот он что не ест совсем ничего. Она говорит: ну вот с утра сразу на анализы вези. А с утра он уже все, он уже лежал около батареи, мертвый.
И полгода он у нас прожил. Ну, вот полгода мы о нем заботились. Он причем был такой очень забавный. Тогда вот Рома выкармливал котят, а он все время подходил такой Лаки и смотрел, что там. И мы его котенка подносим, он такой мя. Он такой вот прям как старичок всегда такой Да, мя. он постоянно. Очень смешной был. А еще он такой притворюга был в плане, когда что ты его зовешь, просто Лаки, он так вот идет, вот, ему прям тяжело идти, он такой весь старенький. Как только он слышит звук корма, все, бежит Да, как молодой кот. Просто самый первый, быстрее всех, как будто самый голодный. Ну, короче, он такой был очень забавный, и как-то сильно он в душу запал. И вот хотя мы понимали, что он уже старенький, в любой день он может все, нас покинуть. Но все равно, когда вот этот день настал, это было очень тяжело для нас. Мы его поехали, похоронили, все как надо сделали. Но вот до сих пор он в нашей памяти, у нас фотографии с ним остались и все. То есть прям такой, как член семьи он у нас уже получился. За эти полгода мы к нему очень сильно привыкли, он к нам тоже. Вот, и такой прям, мы о нем постоянно вспоминаем. То есть кот с характером. Да, Да. кот с характером, такой забавный при этом. Ну, мы делаем фото-видео красивые, и потом как раз-таки размещаем в Телеграме, Фейсбуке, ну и у Аси в Инстаграме. Да, вот главное хорошее сделать фото и видео, от этого очень многое зависит. Так и ищем. А потом, когда человек откликается, мы его анкетируем, это очень важно, анкета, потом личное знакомство, а потом уже привозим кота лично домой, где он будет жить. И Даем подумать на день. да, Захотят ли день-два, они, вот да. так вот, обязательно, как чтобы, ну, потому что это все равно другое, но попробовать с ним пожить хотя бы пару дней. Вот, а потом, да, приезжаем, заполняем с ними договор, и котик остается там, мы отслеживаем его судьбу, нам присылают фотографии, видео, причем очень интересно, когда котят отдаем мелких, а потом присылают видео, где они уже выросли, такие большие коты стали. Ну, интересно наблюдать, со всеми общаемся, вот тем, кому отдали котов, мы поддерживаем связь. В договоре прописано о том, что человек теперь полностью несет ответственность за животное, что медицинские все услуги, которые, если ему вдруг понадобятся, что он должен их оказать, что он не должен его выбросить в случае чего. То есть в договоре прописано, если вдруг, ну, всякое в жизни бывает, если вдруг такое произошло, что, ну, больше вы не можете жить с котиком, то верните лучше его нам, где прописан наш адрес, наши телефоны обязательно. Вот. У нас, кстати, было 2 случая, когда нам возвращали котиков спустя долгое причем время. Одного вернули спустя полгода, а другую кошку спустя год. Вот, такое, ну, бывает. Тут мы ничего не можем. Причем вернули кошку Мусю. Муську, которая да, успела, про которую изначально рассказывали, мы ее пристроили, а спустя год нам ее вернули. Вот, ну, сейчас мы уже думаем над тем, чтобы Муську себе оставить, потому что такая уже, мы ее любим, и она нас любит, и вот так вот уже все сложилось. Главное не бояться, Да. потому что многие боятся. Во-вторых, это взять на кураторство сначала одно животное. Не распыляться сразу 2, 3 некоторые, ну, думают взять, 5. Одно животное. Берем, например, одну кошку. Если нужно полечить, лечим, открываем сбор, учимся, что такое открыть сбор, собирание средств на эту кошку. Потом вакцинируем, чипируем, делаем красивые фотографии и видео, очень важно, и ищем дом. И вот когда вот уже пристроят люди первое свое животное, потом дать себе время отдохнуть. Я всегда очень советую отдыхать, иначе можно и выгорание словить очень быстро. И потом уже за следующее животное беремся. То есть делать все не спеша, не пытаться распыляться сразу на спасение там 10 разных животных, потому что так, ну, вы не поможете, выгорите, и животным по итогу тоже так не поможете, если будете распыляться. Ну, и либо финансовую помощь, Да, можно какую-то, начать с либо финансовой волонтера, да. помощи. если прям вот боитесь. Да, если самостоятельно страшно, то открываете чаты по помощи бездомным животным и смотрите, кому вы хотите помочь прямо сейчас. Вот, и помогаете финансово. Либо кормом, вещами, ну, по-разному. Кто чем может, тем и помогает, скажем так. За нами можно следить в Инстаграме. Я веду блог о том, как мы спасаем животных и ищем им дом. А помочь можно... Там же и Да. ссылка как раз-таки на сборы.
Да, в Инстаграме есть ссылка на сборы, можно помочь донатом любым, даже те же 15-10 лари, это очень важно. Ну а также еще можно помочь кормом, лекарствами, обработками от паразитов, что сейчас очень актуально. Нам часто еще отдают лотки, миски, когтеточки, лежанки. Это тоже нам всегда очень-очень нужно. Поэтому все, что, допустим, не нужно уже людям, с их животными отдают нам, мы всегда очень рады этому. Вам спасибо. Да. Спасибо. Как вы видите, добрых людей много в этом мире. Я вот лично снимаю на камеру, кормлю животных. А вот зооволонтеры — это те самые люди, которым нужно сказать большое спасибо, потому что именно они спасают жизни животных, поддерживают им жизнь. Если не они, то кто, как говорится. Поэтому я тоже присоединяюсь к словам, что кто хочет, тот может задонатить какую-то сумму. Например, я тоже это сделаю в ближайшее время, сегодня-завтра. Я думаю, эти деньги пойдут на доброе дело. Ну и, конечно, хочется добавить, что очень важно быть участными друг другу. Не только мы люди друг другу, но также и к братьям нашим меньшим. Если вы давно хотели помочь животным, но не знаете как, и вам кажется, что помощь заключается только в том, чтобы взять больное животное или животное с улицы, нет. На самом деле помощь, которую вы можете оказать, даже финансовая помощь, она спасает жизни, правда. То есть вы можете помочь спасти какое-то животное. Не обязательно кидаться, и искать большое количество приютов или зооволонтеров. Нет. Достаточно найти кого-то, за кем вы следите, за кем вы наблюдаете, подписаться на страницу. Как правило, когда такое происходит, вы уже начинаете знать всех хвостиков, которые у них есть, как их зовут. Я думаю, у ребят тоже есть такие. То есть те, кто смотрит, и уже знают, следят за судьбой тех или иных хвостиков. И, конечно, понимать, что ты тоже причастен к этому большому такому добру, которое делают ребята. Да, ну или просто подписывайтесь на канал Аси и ее пушистых друзей, ставьте лайки, делайте репосты, это тоже очень сильно помогает, вы даже не представляете как. Это, во-первых, поддержка, человек чувствует, что то, что делается, это нужно людям, что есть другие люди, что подписываются, что уже огромное комьюнити. И сейчас слово Асе. Я хочу сказать спасибо всем, кто просмотрел до конца это интервью небольшое. А еще, не бойтесь помогать. И вообще помогать — это здорово и классно. Я буду очень признательна, если вы поможете нам донатом. И подписывайтесь на мой инстаграм. Там я показываю всех спасенных животных, а еще как мы ищем дом им и как мы им находим дом. Поэтому там очень много интересного. Обязательно подписывайтесь. И Роман. Роман, пару слов. В принципе, все сказали верно. Не знаю даже, что еще сказать. И не бойтесь помогать животным. Да, и не бойтесь помогать животным. Все, Всё. всем пока. Да, пока.